Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Было ваше, стало наше. Воровство российской нефти утвердили в ЕС. Евросоюз разрешил конфисковывать и продавать российскую нефть после задержания танкеров. При этом прибыль от продажи захватчики могут оставить себе. В том, что это нарушение международного права, а в ЕС по всей видимости, не знают. Александр, такой вопрос. Были ли в современной истории аналогичные примеры и каковы будут последствия для рынка и, собственно, всех его участников? Мне эта вся история почему-то напоминает про сжиженный природный газ. Интересно, почему? А я расскажу, но чуть позже. Для начала давайте определимся вот с чем. По поводу процедуры мы знаем даже не из текста санкционных ограничений, а из заявлений чиновников некоторых, которые дали комментарии официальным изданиям Европейского Союза, и наши издания это все дело перепечатали. Ну, в принципе, сама по себе процедура такого рода изъятия, скорее всего, потребует отдельных законодательных инициатив, отдельного согласования, но даже если подобного рода мера принята, давайте мы присмотримся к тому, насколько часто она может применяться. Ну, во-первых, давайте отгоним вагончик, в котором лежат шапки, которыми мы можем взять, закидать вообще любого, и подумаем, могут ли чисто теоретически европейские власти ограничить проход российских танкеров, ну или танкеров с российской нефтью, через контролируемые ими воды. Ну, чисто теоретически да. Это будет несколько нарушать ряд норм международного права, но, опять же, при определенных условиях они могут это сделать. Есть ряд узких мест, перекрытие которых, в принципе, будет очень сильно мешать даже теоретическому перестраиванию нашего экспорта. Понятное дело, что есть у нас некие идеи о том, что надо напрямую переть в Атлантический океан, там порт Мурманск, давайте мы его будем развивать. Но на данный момент у нас крупнейшими северо-западными артериями транспортными являются порты Усть-Луга и Приморск. И вот эти два порта обеспечивают поставку, ну, пожалуй, 2/3 всей нашей нефти, которая идет морем. По крайней мере, если мы говорим про нефть марки Urals. Отдельная история у нас нефть марки ВСТО и ряда других марок, менее высокотоннажных. Но, с другой стороны, Urals – это самая крупнотоннажная наша нефть. И поэтому, если мы говорим о ней, мы, в принципе, говорим о большей части поставляемой из России нефти. Поэтому любая угроза транспортировки через Приморск и Усть-Лугу – это угроза значительной части поставок российской нефти. То есть даже если мы скажем, что в сумме это лишь половина морского экспорта, ну, с учетом остальных сортов, но это все равно много. То есть если мы поставляем 3,5-4 миллиона баррелей в сутки сырой нефти, ну, считайте, что вот где-то 2 миллиона баррелей могут пострадать. Я сейчас округляю, я сейчас немножечко утрирую, но просто чтобы показать масштаб, на что там замахиваются. Понятное дело, что с Черноморским бассейном ну, ситуация несколько иная, и там руки у Европейского Союза несколько короткие, но поэтому мы этот Черноморский бассейн выносим за скобки, тем более там есть свои проблемы. А тут мы поговорим про захваты судов и прочие подобного рода истории, которые могут произойти. И потом я объясню, при чем тут СПГ. Смотрите, в заявлении чиновников, которые, опять же, у нас активно перепечатали, говорилось, что такого рода задержания становятся все более частым явлением. Но если память меня не подводит, по крайней мере, если она радикально меня тут не подводит, то в течение 26 года подобного рода задержаний было штуки 3. Притом одно задержание закончилось штрафом там, в $1 миллион. После чего суда были отпущены. То есть суда задерживали, но их отпускали. И вот тут вопрос, самый главный. Ну, наверное, тоже главный вопрос. Это 3 задержания, это очень много. Ну, просто десятки судов с российской нефтью идут вот там за неделю через европейские воды. Ну, контролируемые Европейским Союзом воды. В той или иной степени контролируемые. Десятки в неделю. А здесь 3 судна, ну, за полгода, считайте.
Нет, неприятно, безусловно. Хочется возмутиться, это правда. Но 3 судна? А какие были основания для их задержания? Вот главный вопрос. Тот факт, что суда внесены в санкционный список Европейского Союза, ну, по идее, не является причиной для задержания этих судов. Поясню. А сам по себе санкционный список, ну, то есть вот у России есть теневой флот, и мы вносим новые и новые суда из этого теневого флота в санкционные списки. Так вот, эти санкционные списки означают, что, ну, что этим судам нельзя предоставлять различного рода услуги. Например, бункеровку. С 21-го пакета санкций Европейский Союз стал ограничивать еще и возможность бункеровки такого рода судов и даже стал угрожать санкциями судам, которые будут осуществлять бункеровку. Ну, то есть мимо вас плывет подсанкционное судно, говорит: ребят, мне бы заправиться, вы отправляете бункеровщик буль-буль-буль, мазутик залил, уплыл обратно, судно пошло дальше, танкер пошел дальше с российской нефтью. Все, нельзя, бункеровать нельзя. Хорошо, это усложнит определенным образом стоящие перед танкерами задачи. Безусловно, ну, в какой-то мере усложнит. Там есть, есть некоторые решения, мы их озвучивать, если позволите, не будем, не потому что, о боже, они страшно секретные, просто это будет долго, а у нас определенный формат роликов чисто по хронометражу, поэтому постараемся уложиться с основными мыслями. Итак, предоставлять услуги. То есть задержание того или иного судна возможно не по факту того, что оно перевозит российскую нефть и внесено в какие-то санкционные списки Европейского Союза, а потому что оно получало какого-то рода услуги со стороны европейских компаний, то есть пользовалось незаконно с точки зрения Европейского Союза какими-то плюшками, которые предоставляются компаниями, расположенными в юрисдикции Европейского Союза. Вот тогда можно высадиться на судно и сказать: ай-яй-яй, что это вы тут, российскую нефть везете? Но, опять же, вопрос о уровне нарушений. Ну, то есть с точки зрения Европейского Союза, вот они увидели какое-то нарушение. Докажите. Ну, то есть мало просто сказать: а мы вот считаем, что вот так. Нет, вы докажите. Кому бы чего ни казалось, но даже сейчас приходится доказывать. Я понимаю, если вы читаете только только заголовки, то задержали танкер, все, задержали. А судьба танкера дальше какая? Недельку постоял, отпустили или пару дней постоял, отпустили? Какая ужасная судьба у этого танкера. Ну, то есть неприятно, конечно, потому что любой простой – это просто выброшенные деньги, но тем не менее суда отпускают. Видимо, потому что реальных претензий не обнаружено. А существующие процедуры не позволяют держать бесконечно долго. Вот задержали судно, и все, и мы будем его держать. Нет, нельзя. Ну, так нельзя. Кому бы чего ни казалось. Поэтому если какие-то нарушения будут обнаружены, возможно, в таком случае, возможно, какие-то задержания. А после того, как будет доказано, что было какое-то нарушение с точки зрения Европейского Союза, ну, тут уже может включаться вот этот механизм, про который говорят отдельные европейские чиновники. Это если не думать о варианте конвоев, о варианте, а вдруг там кто-то ответит, о варианте, а вам сил вообще хватит, чтобы все эти суда захватывать? Нет, мы это даже не будем касаться, мы вагончик с шапками отвезли вот на запасной путь. Все, он где-то там стоит. Мы можем, правда, тут задаться вопросом о том, что единственное, на что в среднесрочной перспективе подобного рода мера может воздействовать, так это на две вещи. Первое – увеличение транспортных расходов при отдельных транспортировках отдельных партий нефти. И второе – на доходе отдельных европейских компаний, которые так или иначе предоставляли услуги российским предприятиям. Тут, опять же, мы можем вспомнить о том, что в текущей ситуации действует потолок цен, и если российские компании вот там по $44 за баррель в порту отправления нефть продают, то так и быть, можно пользоваться всеми услугами западной экосистемы морских перевозок, но при текущих ценах это чистой воды безумие. Просто продавать по такой цене, по ней никто не продает, и даже иностранные структуры фиксируют, что вот, ну, за 2 дня до того, как мы сели записывать этот ролик, цена российской нефти марки Urals поднялась примерно до $84 за баррель.
это, ну, немножечко больше потолка. И это в порту отправления. Ну, это ладно. Причем тут СПГ? Я уже сказал, что разговоры про вот эту блокировку возникли после принятия 21-го пакета санкций. И в этом 21-м пакете есть один пункт, который был предметом долгих споров, которые мешали оперативно принять этот пакет, а именно пункт о российском СПГ. С 1 января 2027 года европейские власти запрещают европейским компаниям импортировать российский СПГ. И главный вопрос, который стали задавать еще с мая 2025 года и компании вроде Total Energy, и компании транспортные, а в третьи страны мы российские СПГ продавать можем? Ну, если вы не хотите, чтобы мы везли в Европу, можем ли мы эти объемы везти куда-то еще? И первоначально позиция Европейской комиссии была однозначной. Нет, вы что, это же выставит нас просто клоунами. Мы себе запрещаем покупать, ну как себе, вам запрещаем покупать российский газ, но разрешаем куда-то его еще везти. Это же вообще, получается, никак не скажется, ну, в таком большом масштабе на доходах от продажи газа. Это же чушь. Поэтому нет, ни в коем случае. В третьи страны вы не должны везти. Мы каким-то образом почему-то надеемся, что если мы вам запретим везти в третьи страны, то это приведет к тому, что вообще поставки российского сжиженного природного газа прекратятся в третьи страны. Почему мы так думаем, нас не спрашивайте, но вот мы в этом уверены. По крайней мере, мы излучаем эту уверенность и надуваем щечки, насколько это возможно. Но подобного рода ответ был понятен, ожидаем, но вызвал ответную реакцию со стороны заинтересованных лиц в Европейском Союзе. Одним из наиболее заинтересованных лиц были греческие судовладельцы, у которых есть суда высокого ледового класса, которые позволяют перевозить сжиженный природный газ, подплывая буквально к Ямал-СПГ. А там, ледовая обстановка бывает довольно сложной. Вы подплыли, вы загрузились, вы повезли. И греческие судовладельцы, в общем-то, обозначили довольно простой факт, что, просто эти суда сменят собственника, будут ходить под другим флагом, и поставки российского газа сохранятся. Не надо, извините сейчас за низкий слог, но уровень дискуссии, который был в Европе, он примерно таков. Не надо дуть нам в уши, что вот этот запрет нам зарабатывать деньги на поставках российского газа ударит по России. Единственное, по кому это ударит, это мы. По крайней мере, мы вот не видим для себя никакой выгоды от того, что Россия снизит поставки якобы. Но мы точно понимаем, что конкретно мы будем зарабатывать меньше. Что вы на это скажете? Да, ответила Урсула фон дер Ляйен и прочие не менее осведомленные люди. И после столь внушительных доводов Европейская комиссия была вынуждена пойти на компромисс и разрешить транспорт российского сжиженного природного газа в третьи страны. Да, там с некоторыми ограничениями, с возможностью пролонгации, вот это все. Но поставки были разрешены. Кем выставили бы себя власти Европейского Союза, если запретили своим покупать российский газ, но разрешили бы везти его в третьи страны? Кем? Чтобы не давать дополнительно поводов обсуждать эту клоунаду, начали вбрасывать: зато мы сейчас будем российскую нефть изымать. Ох, мы будем ее изымать. А если Россия не повезет нефть? В таком случае. Понятно, сама идея понятна. Мы захватили танкер, мы изъяли нефть, мы ее продали у себя здесь, а в условиях дефицита это вообще прекрасно. Но, дорогие друзья, это интересный повод для обсуждения. Все сейчас будут это обсуждать, конечно. Но, на мой взгляд, не в последнюю очередь на этом стали заострять внимание, притом как-то так нелепо. Не в рамках пресс-релиза официального, а в рамках «чиновники заявили» уважаемым изданиям, для того, чтобы сбить накал от главного провала, который связан с 21-м пакетом санкций, и которым пользуются те политические круги, которые являются противниками действующих властей Европейского Союза. А им надо чем-то отвечать. Вот они отвечают. Это не значит, что угроз никаких нет. Это значит, что само подчеркивание вот этого факта в таком формате свидетельствует не только о некой решимости изымать всю российскую нефть, попробуй изыми, а скорее о том, что нужно быстренько закрывать ту клоунаду, которую вы же сами развернули, ввиду изменений, связанных с транспортировкой российского СПГ. На этом все. Всего хорошего.
Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на Александра Фролова, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, на Рутуб. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещаем на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.